Всем привет! Меня зовут Елена Марей, я тренер по женской стрижке в школе Demetrius. И в этом видео вы увидите прямое каре. Перед стрижкой я нанесу праймер фирмы Coral. Всего в стрижке будет 4 блока, и сейчас я буду простригать нижний затылочный блок. Всю продукцию и все инструменты вы можете приобрести в нашем интернет-магазине, ссылка будет в описании. Начинаю с ребра жесткости. Весь блок вычесываю на высоту пробора и ребро жесткости задаю в плоскость. Следующий шаг, намечаю краевую линию. И следующий шаг, градуировка. Мне нужно соединить ребро жесткости и краевую линию. Следующий шаг, подбриваю вихры и буду приступать к укладке. Осталось только доработать краевую линию машинкой. Я простригла первый блок и сейчас приступаю ко второму блоку. Обратите внимание, как я разобрала второй блок. Сначала мне нужно задать краевую линию, затем градуировка. Краевую линию задаю на 1 см длиннее краевой линии первого блока. Следующий шаг, градуировка, оттяжка 90 градусов, угол среза 90 градусов. Я закончила простригать второй блок и сейчас приступаю к укладке. Когда просушиваете второй блок, обязательно делите его на 2 части, чтобы укладка была максимально точной. Для того, чтобы получить четкое графичное каре, в каждом блоке дорабатывайте краевую линию. И для максимально ровного эффекта я буду дорабатывать стоя. Краевая линия доработана, и сейчас буду приступать к стрижке височных зон. Пробор височной зоны я выбрала параллельно задуманной краевой линии, но при этом учитывая форму головы. Первый шаг, намечаю краевую линию. Ориентируюсь на краевую линию затылочного блока. Дальше мне нужно выполнить градуировку. Весь блок отчесываю в затылочную плоскость и сравниваю с градуировкой второго затылочного блока. Обратите внимание, как уже ложатся волосы. Теперь мне нужно проградуировать весь блок. Блок делю на 2 части и одним срезом буду градуировать весь блок. Вторую височную зону я простригаю аналогично. Я простригла и уложила 2 височные зоны, теперь осталась доработка. Дорабатывать опять буду стоя для максимально четкой краевой линии.
Я закончила дорабатывать височные зоны, и теперь у меня осталась только теменная зона, которую я буду простригать на 1 см длиннее краевой линии всего каркаса стрижки. Расчесываю на естественный пробор, либо на тот пробор, на который носит ваша модель. И теперь задаю краевую линию на 1 см длиннее краевой линии предыдущих блоков. Все, теперь приступаю к укладке. Обратите внимание, когда я выполняю укладку, я ставлю брашинг не на пробор, а на макушку. То есть центр брашинга должен смотреть на макушку. Такая укладка нам нужна для того, чтобы правильно поставить корень, а не заломать его. Я закончила укладывать теменную зону, и теперь мне осталось только доработать краевую линию машинкой. Дорабатывать буду также стоя. Стрижка готова, теперь можно зафиксировать немного лаком. Если вы хотите подчеркнуть четкую краевую линию, не нужно распылять лак слишком близко к волосам. Создавайте облако вокруг волос и заглаживайте торчащие волоски. Посмотрите, какой финальный результат у меня получился. Я знаю, что вам понравилось это видео, поэтому ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, и вы не пропустите ни одного обучающего видео. Будь с нами, будь с Деметриус!